Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами вяжем вот такую красоту. Посмотрите, какой воздушный ажурный узор. Очень красивый. И мастер-класс я делаю по просьбе нашей подписчицы. Она прислала к нам свою просьбу в комментариях на YouTube. А узор это из книги японского дизайнера Хитоми Шида «250 японских узоров». Кто с нами вяжет, кто в курсе, кто любит японские узоры, знают, что у Хитоми Шида есть еще книга «260 узоров». И у нас очень много мастер-классов по вязанию узоров из обеих этих книг. И мы постоянно эти коллекции пополняем. Вот этот узор. Узор номер 143. И сразу хочу вам сказать, что у Хитоми Шида в обеих этих книгах есть раздел модификации узоров. Вот узор 143, вот я его связала. И вот как этот узор выглядит, когда мы смещаем полосы и вяжем узор в шахматном порядке. То есть, если мы сейчас вот с вами разберем этот узор, вы его научитесь вязать, то без труда уже свяжете сами самостоятельно и модификацию этого узора. Давайте посмотрим на схему. Раппорт составляет 18 петель в ширину и 28 рядов в высоту. Но если внимательно посмотреть, то блоки рядов в схеме повторяются, что упрощает задачу, и узор вяжется довольно быстро, несмотря на то, что в изнаночных рядах петли тоже вяжутся по схеме, не по рисунку. Только несколько рядов там по рисунку вяжутся. Сразу скажу то, что я всегда говорю, когда мы вяжем по японским схемам. Внизу под схемой есть указание, что обозначает пустая клеточка. Вот в данном узоре пустая клетка – это лицевая петля на лицевой стороне и изнаночная петля на изнаночной стороне. Это если мы будем вязать узор поворотными рядами. Сейчас мы будем вязать поворотными рядами, конечно. Итак, на лицевой стороне пустую клеточку мы вяжем лицевой, поворачиваем работу, и у нас, если в изнаночном ряду пустая клеточка, мы будем вязать ее изнаночной петлей. То же самое относится и к изнаночным петлям. В лицевом ряду мы вяжем изнаночную петлю, если этот знак в изнаночном ряду, мы будем вязать лицевой петлей. Эти схемы составлены для кругового вязания. Все условные обозначения на схеме показаны так, как выглядит узор на лицевой стороне. Мы по кругу вяжем все время лицевыми рядами и читаем схему справа налево и вяжем по кругу. Ну а при поворотных рядах мы лицевые ряды читаем справа налево, поворачиваем работу, и изнаночные ряды вяжем, читая схему уже слева направо. Вот, наверное, пожалуй, все. Еще раз посмотрим на узор. И я хочу сказать, посмотрите, если связать один раппорт в высоту или половину раппорта в высоту, это будет красивая кайма для любого вязаного изделия. Ну и давайте будем начинать. Мы с вами свяжем один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. Набираем на спицы 20 петель вместе с кромочными. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. 8 лицевых. Одна изнаночная. 8 лицевых. И одна изнаночная. Во втором изнаночном ряду мы все петли вяжем лицевыми. Не забыли, что у нас в изнаночных рядах петли читаются наоборот. Третий лицевой ряд. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. Повторяем так еще 3 раза. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид. Второй раз. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид.
третий раз, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, четвертый раз. Затем изнаночная петля, и симметрично этой петли мы вяжем в зеркальном отображении. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И четвертый раз накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. В конце ряда изнаночная петля. В четвертом изнаночном ряду все петли вяжем лицевыми. Вот такая получается красивая ажурная мережка. Пятый лицевой ряд. 8 лицевых, одна изнаночная, и повторяем 8 лицевых, 1 изнаночная. В шестом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 1 лицевая, 8 изнаночных. И еще раз 1 лицевая, 8 изнаночных. Да, не сказала, для новичков. По рисунку это значит, мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Лицевые петли вяжем лицевые, изнаночные изнаночными. Седьмой лицевой ряд. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиными петлями, и вот у меня сейчас петли развернулись так, что мне нужно развернуть их, чтобы провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Один раз провязали, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Изнаночная петля и в зеркальном отображении накид, лицевая, накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. В конце ряда изнаночная петля. 8 изнаночный ряд. Петли провязываем по рисунку. 1 лицевая, 8 изнаночных. 1 лицевая, 8 изнаночных. Девятый лицевой ряд. Петли вяжем по рисунку. 8 лицевых, 1 изнаночная, 8 лицевых, 1 изнаночная. Давайте самостоятельно провяжем этот ряд. Десятый изнаночный ряд. Все петли вяжем лицевыми. Одиннадцатый лицевой ряд мы вяжем точно так же, как вязали третий ряд. И вообще у нас получается, что мы с 9 по 14 ряд вяжем точно так же, как вязали с 1 по 6 ряд. Ну, я уже давайте провяжу вместе с вами. Итак, 11 лицевой ряд. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид 1 раз. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид 2 раз. 3 раз и 4 раз. Изнаночная петля и в зеркальном отображении накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 раз накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 раз накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 раз накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 раз. 1 изнаночная в конце ряда. 12 изнаночный ряд.
все петли вяжем лицевыми. Тринадцатый лицевой ряд, 8 лицевых, одна изнаночная, 8 лицевых, одна изнаночная. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вот посмотрите, мы провязали половину узора, вот эта половина узора, ажурные мережки. Дальше мы будем вязать узор с листочками, ну, похоже на листочки, по крайней мере. 15 лицевой ряд, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, делаем накид, изнаночная петля и в зеркальном отображении накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1 изнаночная. 16 изнаночный ряд, 1 лицевая, 2 изнаночных. Далее 2 петли нужно провязать вместе изнаночной скрещенной. Вот есть два способа, как это сделать. Снимаем обе петли, переносим на правую спицу и меняем их местами вот таким образом, чтобы вторая петля сзади обогнула первую. И ставим ее на первое место. Возвращаем обе петли на левую спицу и провязываем их изнаночной петлей. На лицевой стороне они у нас провязались как 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Далее будет 3 изнаночных. Делаем накид, 1 изнаночная, 1 лицевая, центральная петля, 1 изнаночная, делаем накид, 3 изнаночных и 2 вместе провязываем изнаночной петлей, простой изнаночной. На лицевой стороне они у нас провязались как 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И еще до конца ряда 2 изнаночных. 17 лицевой ряд, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевых, накид, 2 лицевых, изнаночная петля, 2 лицевых, накид, 3 лицевых и 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 лицевая и 1 изнаночная. Восемнадцатый изнаночный ряд, 1 лицевая, 2 вместе нужно провязать изнаночной скрещенной. Вот можно еще так сделать. Подхватываем обе петли сзади таким образом, снимаем их на правую спицу, разворачиваем и возвращаем на левую. У нас вторая петля снова оказалась на первом месте. И провязываем 2 вместе изнаночной. И смотрим. Мы получили на лицевой стороне то, что нам надо. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее будет 3 изнаночных, накид, 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, накид, 3 изнаночных и 2 вместе провязываем обычной изнаночной. Мы провязали
с 15 по 18 ряд, вот этот элемент, смотрите внимательно на схему. Сейчас с 19 по 22 ряд мы будем вязать точно так же, как вязали только что с 15 по 18. Вот эти 4 ряда. И следующие 4 ряда с 23 по 26 ряд мы точно так же будем вязать. То есть то, что мы сейчас провязали, мы провяжем еще 2 раза. Давайте самостоятельно провяжем эти ряды. Вот посмотрите, я провязала еще 2 раза по 4 ряда, вот 8 рядов, и должно получиться вот так. И осталось у нас провязать еще 2 ряда до конца раппорта. 27 лицевой ряд, вяжем 8 лицевых, одна изнаночная, 8 лицевых, накиды здесь лицевыми вяжутся, одна изнаночная. И в 28 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 1 лицевая, 8 изнаночных, 1 лицевая, 8 изнаночных. Это у нас последний ряд раппорта. Мы провязали 1 раппорт в ширину и 1 раппорт в высоту. Согласитесь, что узор не такой уж и сложный. А когда мы провяжем несколько раппортов, то получим вот такую красоту. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. А я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!